Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы исследуем удивительный мир природы, где разные виды животных сливаются в одно целое, и на свет появляются самые необычные существа – гибриды. Эти уникальные создания, рожденные от спаривания различных видов, ставят перед нами множество вопросов. Как они выглядят, какие у них повадки и что стоит за их появлением. От загадочных бифало и зубронов до экзотических верблюдолам и кошек породы саванна. Каждый из этих гибридов обладает своими неповторимыми чертами и особенностями. В этом видео мы расскажем вам о самых известных и редких гибридах. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь давайте начинать. Кама или верблюлама, кому как больше нравится, так называется гибрид самца одногорбого верблюда и самки ламы. Оба животных принадлежат к семейству верблюдовых, но в природе имеют различные ареалы. Верблюд обитает в Азии и Африке, лама в Южной Америке. Да и различие размеров этих животных весьма ощутимо, поэтому появление гибридов на свет возможно лишь в результате искусственного оплодотворения. Первая кама, гибрид-самец по кличке Рама, родился 14 января 1998 года в репродуктивном центре животных Дубая в ОАЭ. Целью скрещивания было создать животное, которое по своему шерстяному покрову будет похоже на ламу, но по размерам, силе и отзывчивому нраву на верблюда. Что же получилось? Верблюламы имеют короткие уши и длинный хвост. У них нет горба, а шерсть пушистая и мягкая. Вес верблюлам достигает 50-70 килограммов. Природным путем размножаться они не могут, так как являются стерильными. Медведь-пизли или полярный гризли. Пизли – это помесь белого медведя с бурым медведем-гризли. Название звучит забавно, или раньше вы не слышали о таком звере. А ведь в ближайшем будущем он может стать привычным обитателем севера. Ареал обитания белого медведя охватывают Арктику, бурого запад Канады и Аляску. К тому же белые и бурые медведи являются видами одного рода хищных – урсус. В дикой природе они часто встречаются на одной и той же территории, но, как правило, избегают друг друга. Поэтому, если гибриды и встречались издавна в зоопарках, например, в зоопарке немецкого Галле, еще в 1874 году, то в природе, как считалось, это практически невозможно. Пока в 2006 году в канадской части Арктики американский охотник Джим Мартелл не нашел и не застрелил дивного зверя. Идентификация трупа, проведенная в лаборатории Британской Колумбии, подтвердила, этот детеныш гризли и белого медведя появился на свет без участия человека. Медведь был мутно-белого окраса с золотисто-коричневой мордой. В последнее время случаи такой гибридизации встречаются все чаще. Это тревожный звоночек. Ведь из-за глобального потепления и таяния льдов белые мишки все чаще заходят на материк, а бурые, наоборот, идут на север из-за вырубки лесов. Африканизированная пчела или пчела-убийца. В 1950-х годах южноамериканские ученые пытались скрестить европейских медоносных пчел с африканскими, чтобы увеличить производство меда и вывести подвид пчел, который бы хорошо себя чувствовал в субтропическом климате. Эксперимент по скрещиванию проходил в Бразилии в специальной лаборатории в генетическом центре университета Рио-Клара. В результате появился очень агрессивный подвид крупных пчел, склонных яростно защищать свои ульи. И все бы ничего, но новым африканизированным пчелам удалось сбежать из лаборатории в дикую природу, где они стали активно размножаться. С тех пор они распространились по всей территории Южной, Центральной и Северной Америки. Пчелы-убийцы нападают на любое животное в радиусе 5 метров и преследуют жертву по полкилометра и более. От их укусов в 60-х годах погибло несколько сотен людей и тысячи были покусаны. При этом насекомые настолько живучие, что попытки бразильских спасательных служб разгонять пчел огнеметами не дали результата. Бифало. Вот это коровка! Хотя, если быть точнее, это бифало – гибрид коровы американского бизона и домашнего быка какой-либо породы. Детки у них получаются плодовитые, в меру упитанные и способные размножаться дальше. В дикой природе эти звери издавна встречались, но в большом количестве гибриды стали появляться по воле человека после истребления диких бизонов в 1900-х годах. А почему бы и нет?
Восстановить истребленную в дикой природе популяцию – благородная цель. Полученный гибрид превзошел все ожидания. Для его питания требуется только пастбищная трава. При этом животное почти не требует к себе внимания. Молодняк обладает высокой энергией роста и в возрасте 6 месяцев весит уже 210-230 килограммов. В годовалом возрасте вес достигает 400-450 килограммов. Животных разводят на мясо. Мясо бифала содержит меньше жира, холестерина и больше белка, чем обычная говядина. Поэтому потребительский спрос на него продолжает расти. Волк-особ. Из самого названия понятно, что это гибрид собаки с волком. Средний рост животного составляет 62-67 сантиметров, вес 35-45 килограммов. Взрослые особи и щенки волкособа выглядят как волки и имеют развитую мускулатуру, густую и пушистую шерсть. Окрас может быть серым, черным, с наличием пятен или грязно-белым. Несмотря на поразительную внешнюю схожесть с волками, волкособы хорошо поддаются дрессировке. Ведь типичный дикий волкособ силен как волк и не боится человека как собака. Также по сравнению с собаками других пород у волкособов намного лучше развит нюх. Иногда такие животные рождаются в дикой природе, когда волки не воспринимают бродячих собак как конкурентов. Также волкособы выводятся с участием человека. Некоторые из них даже официально признаны как отдельные породы собак. Например, чехословацкая волчья собака, гибрид немецкой овчарки и карпатского волка. Эта новая официально признанная порода собак возникла в результате эксперимента, проведенного в 1955 году в Чехословакии. Зуброн. Что получится, если скрестить самца европейского зубра и самку домашней коровы? Правильно, гибридное животное под названием зуброн. По сути, это аналог американского бифала, о котором мы уже говорили. Впервые этого гибрида вывел в 1847 году Леопольд Валецкий, ученый из Польши. В 1905-1928 годах исследования были продолжены в СССР в Херсонской области в заповеднике Асканье-Нова, где было выведено 28 особей. После Второй мировой войны работы были возобновлены в Польше. Биологи активно скрещивали дикого зубра и домашнюю корову для того, чтобы спасти популяцию зубров. В середине 20 века ученые нашли способ создания способных к размножению зубронов. До конца 80-х годов программа гибридизации шла активными темпами. Однако потом польское правительство потеряло интерес к разведению этих животных. Сегодня небольшое стадо зубронов живет в Беловежском национальном парке в Польше. Вольфин или касатка-дельфин. Это чрезвычайно редкая помесь самца малой черной касатки и самки дельфина из рода Афалины. Первый в истории зарегистрированный гибрид, родившийся в тематическом парке SeaWorld в Токио, умер всего через 200 дней после своего рождения. Вторым представителем вольфина в мире и первым в США стала самка Кекаималу. Она родилась в морском парке Sea Life на Гавайях 15 мая 1985 года. Обычно такие гибриды рождаются бесплодными. Однако Кекаималу разбила в прах все стереотипы. В паре с Афалиной она смогла произвести на свет 3 детенышей. Это единственный известный науке случай размножения вольфинов. Но существуют ли такие гибриды на воле? Нет, появление таких гибридов в природе не установлено. Да, похожих особей неоднократно видели рыбаки, но подтвердить или опровергнуть тот факт, что они гибриды, пока не удалось. Мулард. Это гибрид селезня мускусной утки и домашней утки породы пекинская белая. Представители породы значительно крупнее обычных уток и внешне напоминают нечто среднее между уткой и гусем. Окрас птицы зависит от особей, участвующих в скрещивании. Гибридные утки – находка современного фермера. Муларды спокойны, чистоплотны, скороспелы, имеют большую живую массу и мясо хорошего качества. Отличительная способность уток-мулардов – это их стерильность. Они абсолютно не способны размножаться. Самец муларда не способен оплодотворить яйцо. Да и сами утки яйца несут довольно редко. Это птица одного поколения. Вылупилась, выросла, съели. Как правило, самок мулардов выращивают на мясо, а самцов для получения фуагра. Все мы знаем, что традиционно фуагра получали от гусей. Однако с 1960-х годов большинство ферм переключились на этих гибридных уток. Кошка породы саванна. Саванна является помесью сервала, африканской дикой кошки с пятнистым окрасом и домашней кошки.
Первый жизнеспособный детеныш от этого союза родился в 1986 году в США в кошачьей ферме заводчицы Джуди Фрэнк. Котенка назвали Саванной. Это имя и дало название породе. С 1994 года началось регулярное разведение этих кошек. В 2001 году саванная кошка была официально признана новой породой Международной ассоциации кошек. Саванны получились красивыми и сильными животными. От африканского сервала они унаследовали гибкое и мускулистое тело, гибкую шею и длинные ноги. Окрас шоколадный или золотой с черными пятнами по всему телу. По характеру саван обычно сравнивают с собаками за их преданность. Их даже можно приучить к поводку и научить приносить убитую дичь. Саванны очень социальные кошки, они плохо переносят одиночество и очень нуждаются в общении. С людьми, собаками, кошками сойдут все. Так что если желаете завести себе верного четверолапого друга, присмотритесь к этой породе. Мул. Если лошадь влюбится в осла, то на свет появится весьма странное животное – мул, самый древний и самый известный гибрид в мире. Да-да, помесь кобылы и осла пользовались спросом еще в средние века. Телосложением мул больше напоминает кобылу, однако его голова имеет сходство со ослиной. Также этот скот унаследовал от матери скорость, а от отца выносливость. Мул практически не подвергается болезням, его не надо подковывать. Взрослая особь достигает веса до 600 килограммов при высоте до 160 сантиметров. В зависимости от физиологии и индивидуальных особенностей, тяговой потенциал мула может составлять до четверти его веса. При этом он живет дольше, чем лошадь, и может работать до 40 лет. Неудивительно, что мулы очень популярны в хозяйстве. Единственный недостаток нашего гибрида – бесплодие в первом же поколении. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, каких гибридных животных вы сегодня впервые увидели в нашем видео, а с какими вы уже были знакомы.